Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Эспирационе. Прогноз Таро на декаду, на следующие 10 дней, по сути, до конца мая. Давайте узнаем, что ждет вас в ближайшее время. Таро-расклад поможет, надеюсь, разобраться в ситуации, продумать правильные решения. Давайте откроем некоторые секреты Таро, и в этом нам помогут карты. У нас сегодня Таро провидцев и предложенные подсказки. И я искренне надеюсь, что вы получите представление о том, какие события, которые вас ожидают. Ну и самое главное, просчитаете, как поступить вам. И первые три карты, как три знака судьбы, какими будут ближайшие дни. По сути дела, совсем скоро. Что будет происходить? Какие секреты нам откроют карты? Что вам нужно услышать, возможно, прямо сейчас? А возможно, это как в вашей судьбе произойдут, какие-то события, даже неожиданные, когда вам придется изменить собственные планы. И мы достанем, если мы по трем картам не задаем вопросов, а просто будем видеть, что нам будут раскрывать. Может быть, сферу жизни или с чем будут связаны события. Но мы спросим, что вы внезапно узнаете. Возможно, это новость какая-то, которая тоже повлияет на вас и на ваши планы. И следующая карта, ну и что же тогда будет меняться? К чему это все идет? Что, возможно, прояснится? И по главным сферам жизни. Что ждет Деву? Любовь, личная жизнь. Что в доме, мы говорим, да, что в доме, в вашем, или пусть это вопросы у кого-то с переездом, вопросы сами по себе, да, как стены, недвижимость, или домочадцы. Следующая у нас карта будет работа, ваши достижения, важные встречи, у кого-то учеба или документы, ну и деньги, финансы. Что ждет вас? Итак, первый знак судьбы, на чем делают акцент карты. Встреча, поездка, у кого-то, это, знаете, как переформатирование собственной деятельности. Иногда такое проигрывается. Это карта заслуженного успеха, но по ней идет расстояние. Расстояние может быть как и по времени, да, то есть мы заслуженный успех, то есть он придет, но нам еще проделать какую-то работу или пройти какой-то путь, ну, как будто так предстоит. Но это может быть также как расстояние, имеется в виду, ну, как километраж, может быть, да, или пространство, эфир, интернет. По этой карте мы вот как раз приступаем к изучению иногда новых технологий, то, что мы прежде отметали, или нам было это неинтересно, тут мы понимаем. И у каждого своя какая-то предпосылка. Все же мечи – это интеллект, это как раз то, вот, наверное, критическое мышление, которым вы обладаете. Вы можете что-то взвешивать, определять, стоит этим заниматься или нет. Потому что тут, ну, есть какое-то глубокомыслие, потому что нужно в какой-то теме разобраться. Иногда эта карта просто будет говорить о том, что вы готовитесь, правда, либо к встрече, либо куда-то к поездке. А может быть, это происходит внезапно. Вам нужно решить, тем не менее, какой-то вопрос. Может быть, для того, чтобы решить вопрос, вам придется куда-то поехать вот в ближайшие дни и своими глазами что-то увидеть. Возможно, встретиться с кем-то. Но ведь по этой карте мы принимаем важное решение. А решение, оно как будто требуется, необходимо, потому что не просто решение, а выбор еще, мои дорогие. Вот мы ищем выход из создавшегося положения и его находим. И девушка наша идет по направлению от искусственного огня, буквально к светилу, к натуральному солнцу. Дорога к солнцу. То есть для вас может быть какой-то сложный путь, мои дорогие, когда вот и требуется однозначное решение. Пажи это у нас вестники. Скорее будет какая-то либо весточка, новость, которая как побудительным мотивом может быть для вас. Потому что это как и перспективы. Я не исключаю, это ваш собственный инсайт, когда вы на что-то решитесь. Прежде либо вы не видели даже этого пути, или не было возможностей. Здесь вы можете получить такое известие. Но все равно вот есть элемент выбора. Куда я иду? С кем я буду взаимодействовать? Здесь как будто жезл очертил один виток и уже выходит на новый этап жизни. Поэтому я и говорю, что тут может начаться что-то, знаете, как с незначительного события или с какой-то незначительной новости. И вроде бы пока продумать, да, сложно, ведь шестерка мечей, она всегда, хоть и заслуженный успех, но она подразумевает
Вот элемент мужества, когда у нас хватает сил, вот как первый шаг сделать, какой-то очень важный. Ну и начало по пажу жезлов. Вот есть что-то такое, и значит не совсем простое решение какое-то вы будете принимать. И я тут больше вижу, что либо это касается работы, возможно, через работу и финансовый какой-то вопрос. Ну, хотя и личная жизнь тут тоже какая-то встреча может быть очень важная. Ладно, или планируемая, да, еду, не еду, стоит, не стоит. Второй знак судьбы, еще один паж. Возможно, это какая-то важная бумага, или известие по части денег, или вам нужно решить какой-то денежный вопрос и поставить в нем точку. Здесь может быть сам по себе какой-то документ, который вы долгое время планировали получить, а все не получалось, у вас не было возможностей. Или когда вы проделали какую-то работу и прежде, а все как будто у вас не реализовывалось что-то. Возможно, вы будете продумывать где-то, смотрите, два пажа. С одной стороны, такой конкретный, прилежный ученик, иногда называется паж Пентаклей, который, ну, так вдумчиво, а может быть, так и въедчиво где-то изучает какую-то тему, потому что ему надо наверняка знать. А по пажу чаш у нас тут человек молодой мечтает. Мечтает о многом, в том числе о любви. А почему-то поросенок с крыльями. Я всегда говорю по этой карте, ну, где-то иллюзорность, она не должна превалировать, потому что, видимо, вот ваше критическое мышление, мои дорогие любимые девы, придется включить, потому что что-то цепляет интересно, а есть еще и опыт, сын ошибок трудных, который, ну, где-то уберегает. Говорит, нет, стоп, тут вот ты продумай. Или продумай какой-то обратный маневр, да, если вот что-то пошло не так, что ты будешь думать. Но замечтаться точно нет, потому что мы знаем, свиньи не летают. И, может быть, это касается в отношении конкретных людей. Или той ситуации, в которой вы уже с конкретным человеком были. Точно, смотрите, еще один выбор. Причем выбор такой сложный, мудрый, я бы сказала. В этой колоде вороны – это как символ мудрости. Здесь у нас вороны везут вот эту лодочку, как будто девушка уже причаливает к берегу. А здесь вот именно вот эта путаница, которая сложилась, она вами должна быть прояснена. Вы знаете, вот второй знак судьбы я больше вижу так. Куда вы идете и с кем? Да, с кем тут все-таки будут какие-то персоны, однозначно. Причем те персоны, которые, может быть, это одна какая-то персона, которая для вас имеет значение. Может быть, и по работе, может быть, и это связано с решением конкретного вопроса или документом получения. Но тут могут быть еще и как минимум 7 каких-то других, которые на вас буквально воздействуют, пытаются либо вас к чему-то склонить, или чтобы вы согласились, или вы кому-то, возможно, оказали содействие. Вот вы будете не раз, мои дорогие. Я могу сказать, в ближайшие дни у вас как 3, может быть, варианта. Причем это 3 разных вопроса, которые все совпадают именно с выбором. Вы какой-то очень важный вывод делаете, не просто вывод, а вы, возможно, на долгий период времени с чем-то определяетесь. Но здесь есть еще, знаете, вот как в пространстве вокруг вас не сложилась пока, ну, какая-то цепочка логически выстроенных событий. Вот, может быть, сложность именно в том, что просчитать что-то вам будет так трудновато, поэтому где-то и не рискуйте с собой. Поэтому и запасной аэродром какой-то иметь неплохо. А тем не менее, карта нам говорит, тройка жезлов, нужно идти вперед, нужно никак не отказаться от какого-то, может быть, предложения. Или когда ваше собственное, как инсайт, желание что-то попробовать, но продумать. Девушка наша остановилась, как будто ждет волну. То есть остановиться на полдороги. Иногда вот есть такое значение. Чтобы окончательно понять, вот, кстати, есть значение – это, знаете, как останавливаемся, чтобы понять, что мы из прошлого возьмем с собой в будущее. А следом у нас выпадает как раз 13-й аркан. Понятно, в 2 стороны мы не пойдем. Стало быть, вы будете от чего-то и отказываться в том числе. Давайте мы еще проясним, достану дополнительную карту. Это нам о чем? А вообще, какая сфера жизни? Хотя по жезлам это больше деловые какие-то вопросы. Точно деловые. Туз мечей. Какое-то однозначное решение вам надо принимать. Более того, иногда туз мечей означает информацию. Информацию, которая буквально
с каким-то гонцом к нам приходит или которая неожиданно. Но также я говорю об этой карте «Выход из лабиринта». Долгое время была какая-то либо запутанная ситуация, либо вы сами что-то, может быть, и так пробовали, и эдак пробовали. Явно в ближайшие дни вы точно определите, с кем вы не хотите, может быть, контактировать, или с кем вы не хотите, я не говорю о конфронтации, но с кем вы не хотите соглашаться, вот именно соглашаться, или кому-то оказывать содействие. Вам это будет непросто, тут придется мысли в порядок приводить. Вот каких-то очень много дум, мои дорогие, а времени-то не так и много. По 8 жезлов карта доброй трансформации, когда как минимум 8 пунктов, 8 дорог сходятся в одной точке по этой карте, иногда тоже говорит о важной бумаге или услышанной новости. Вот даже услышанные новости. Видимо, придется в ближайшие дни, это, знаете, как информационный поток, причем разный такой. Есть и приятное, есть и непонятное, есть и, ну, то, что, ну, как ни в какие ворота не лезет. И тем не менее, это нужно так вот мудро обдумать, потому что, да, я не исключаю, тут вы будете искать какой-то альтернативный вариант, потому что как будто действовать надо. И мало времени на обдумывание. То есть не сядешь, так это не рассупонишься, не скажешь, что ну, я буду думать. Да нет, тут как-то на ходу. Время будет, какая-то краткосрочная пауза, которую вы сами себе устанавливаете. Но вот, видимо, ощущение времени, оно вас будет толкать вперед, потому что вы будете точно чувствовать, я боюсь упустить время. Или вот я где-то близко в выходе из этого лабиринта или из какой-то сложной истории. Но у вас получится сделать что-то очень красиво, потому что по 8 жезлов, ну, все же, когда мы, если даже говорим, получили информацию, решились на что-то или не упустили время, то тогда какие-то бонусы для нас, или открываются новые возможности, или мы тогда можем решить даже запутанный вопрос, но время не упустить. Ладно, так что вы внезапно узнаете, а что-то будет касаться, может быть, прежнего конфликта. По 5 мечей, может быть, это как какая-то конфронтация. Возможно, вам договариваться придется. Возможно, это даже тот человек, с которым как раз-таки что-то подобное не очень приятное случилось, что вы внезапно узнаете. Опять выбор. Слушайте, информация и выбор, мои дорогие любимые девы. И это уже повторяется, но здесь до 5 раз, вот по знакам судьбы, представляете, в короткий период времени. Может быть, это даже иногда так бывает, насыщенный один день, который стоит целого года. Вот, видимо, у вас где-то до конца мая вот такие повороты судьбы. Причем неожиданные повороты. И каждый вас ставит перед каким-то выбором. И выбор нужно делать мудро, сердцем, что вы скоро узнаете. Ну точно, вот какая-то придет информация по тому человеку или по той истории, которая когда-то закончилась фиаско. А теперь вроде как есть возможность что-то изменить, есть возможность это что-то исправить, но это граничит со сложным выбором. Может быть, это у кого-то касается и личной жизни, я не исключаю. По королю чаш наши близкие проходят. Вполне вероятно, может быть, это связано с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Но эта карта может точно так же свидетельствовать о выборе, потому что по этой карте у нас всегда две сферы жизни находятся как вот переплетенное взаимодействие. Это договоренности, взаимоотношения и деньги. Вот здесь, видимо, между отношениями и деньгами. Как договоритесь, как сумеете какую-то канву разговора построить, но правда, когда и овцы целы, и волки сыты. К чему это все идет? Ну, это ваша карта, королева Пентаклей. Ну, даже если меня смотрят мужчины, ну, вот такие энергии, все-таки королева Пентаклей, если мы говорим король, по полу карту не рассматриваем, там вообще другой архетип карты. А вот это, ну, наверное, дипломатия в квадрате где-то, да, почти как у императрицы, потому что прообраз есть и Венеры, конечно, по этой карте, а в основе по Венере это у нас наше благополучие, и дом, и финансы, и наши близкие, и личная жизнь, но и вопросы творчества, работы, согласований. Вот у вас так или иначе, может быть, каким-то непростым путем, но вы сумеете что-то такое осуществить, когда хаос заканчивается. Ведь по этой карте
Это та персона, которая да непонятно, из каких-то, может быть, отрывочных событий, из каких-то случайностей, из того, ну, может быть, даже сложного положения, в котором она может находиться, она все равно отстраивает благополучие. Даже если это приходится делать 1000 раз, даже если приходится на 1000-й раз начинать все с нуля. Но у кого-то из вас могут быть и вопросы, кстати. Вот правда, у кого-то личная жизнь. Личная жизнь, может быть, даже страстная любовь. А почему нет? Может быть, я не исключаю, судя по всем картам, которые выпали, именно как знаки судьбы. Откровенно говоря, я не могу сказать, что это с вашей стороны какая-то страсть пылает. А вот к вам, мои дорогие девы, такое может быть. И, ну, пусть это не у каждого, и по-разному, конечно, проиграется. Но тут ведь есть еще и другая подоснова. Может быть, это вот именно то, что я говорила, 2 сферы жизни. Договориться и финансы решить. Когда 15-й аркан выпадает, у нас вроде как будет достаточно сил физических выполнить какую-то работу, выдержать напряжение. Или когда, допустим, деньги, которые принадлежат вам, вами заработанные, но вот они где-то вами не получены, они так подзастряли. Тогда это тоже дает карта возможность получения даже крупной суммы. Но не замечтаться же, конечно, потому что тут держит человека как на ниточке дьявол, да? Не согласиться на какой-то не то что ненужный вариант, а тот, который нас поставит в зависимость. И я так вижу, вам какие-то придется важные переговоры правильные, может быть, выстраивать действительно через взаимоотношения, держать свою преамбулу важности и, наверное, то, что через договоренности с конкретными людьми, на что они согласятся. Вот и есть тут что-то такое вибрирующее на грани и выбора, как я сказала. Но, может быть, это еще и конкретные персоны, на что они согласны, на что согласны вы. Для кого-то личная жизнь, но для кого-то это вопросы творчества, заработков и работы. Ну, давайте поконкретнее. Личная жизнь, любовь, что ждет деву? Перемены, мои дорогие. Может быть, какая-то важная встреча. Вы знаете, мне хочется сказать, вот уже глядя, много карт достали. Выбор, правда, у вас какой-то будет стоять, причем серьезный, когда вы уже что-то не будете потом продолжать. Потому что 13-й аркан– это всегда завершение. Более того, ну, как карта дает совет, что-то ты должен или должна отпустить для твоего же блага. Что-то уже не имеет, ну, вообще никакого смысла. А по аркану колесницы это карта успеха, это карта стремительных событий, это карта, когда, правда, какая-то важная встреча может состояться, когда вы сами решитесь, может быть, на эту встречу, или как звезды, может быть, сходятся. Вот тут вам что-то помогает, когда обстановка, которая вокруг вас находится, даже если сейчас это достаточно сложно, я имею в виду обстановку, я знаю, меня люди смотрят из разных стран. Ну, значит, даже вот этот вот винегрет событий, такой вот разношерстный, он как-то для вас, ну, буквально, может быть, даже как какой-то хаос вам будет помогать какой-то свой отстроить порядок, мои дорогие. И я тут вижу, здесь может быть, к примеру, для тех, кто один или одна, знакомство в дороге. Ну, что еще, давайте. И победа вообще шикарно на личную жизнь. Или когда какой-то сложный ребус по отношениям, но вы это в конечном итоге решите. Будет ваша победа. Или пусть это будет благодаря вот вашему критическому мышлению, когда вы наотмашь от чего-то не откажетесь и рассмотрите альтернативный вариант, и тут вот именно с переменами к вам приходит победа, и тем не менее, это ведь и касается личной жизни. Вопросы дома. Что в доме? Туз чаш. Радость, любовь, взаимопонимание. Ну, по крайней мере, примириться можно, да, все же мы все разные. Может быть, сами по себе какие-то известия, ведь иногда по этой карте, это правда, либо пусть это будет связано как с приездом человека, у кого-то просто какая-то весточка, новость приятная, или, может быть, это будет связано с человеком, какой-то подарок, может быть, и помощь. Или что-то тут для вас именно по дому, по недвижимости, или планируемому, может быть, месту перемещения. Здесь идут добрые вести. Что с работой? Работа деньги называется, потому что эта карта, хоть иногда я ее называю карта эгоиста, а потому что все есть.
и ничего не надо. Ну, вот какой-то момент могло ведь быть очень много работы для вас. Я такого не исключаю. Делаю всегда много работы. Но здесь есть эквивалент. И вот, кстати, все то, что я говорила по 15-му аркану. То есть ваша работа приносит вам удовлетворение в финансовом эквиваленте. Может быть, и открывает какие-то новые перспективы. Но давайте сами деньги. Здесь есть сомнения. Может быть, частично, кстати, кто-то из вас решает вопрос через работу, через получение денег. И вроде бы, да, можно радоваться, но вот много таких карт, которые именно о вашей какой-то победе. Несмотря на то, что сложновато ведь, по сути дела. Но, может быть, вы дальше будете уже думать, хорошо, вот какой-то вопрос решила, закрыл. А дальше что? Потому что карта искаженного восприятия. Карта мага. Но это вам надо магами и волшебниками стать. Хотя я не исключаю, что вы будете сталкиваться с такими же людьми. Может быть, ну это на деньги. Возможно, на вас кто-то оказывает давление, ждет вашей помощи, а вы будете думать, каким образом, в каком эквиваленте помогать или нет. Потому как у вас собственные на кону какие-то очень важные свершения, планы. Может быть, и выводы, которые вы делаете о людях, да, вот мы тоже об этом с вами говорили. И здесь, с одной стороны, 8 мечей, не надо додумывать. Вам категорически нельзя, а для мага это важно. А у вас именно до конца мая какие-то такие очень важные для вас энергии и, главное, возможности. Но что мешает? И ведь если мы говорим маг великий практика по 8 мечей, это мы такого напридумывали. Может быть, была какая-то минусовая ситуация, но теперь нам говорят, это было и прошло. Не мери, не измеряй события дня сегодняшнего своими методами вчерашними. Девушка нам показана вообще как бы в одном, как будто месте находится, а то, что она видит в зеркале, это совершенно противоположное. Вот это ненужная глубокая философия на мелком месте по деньгам. Здесь все нужно максимально конкретно взвешенно решать. У вас все получится. У кого-то здесь, может быть, смотрите, пара выпадает. Может быть, это одновременно и денежная история. Но это может быть и личного характера. Или через контакт с каким-то человеком. Выбор тоже явно, он тут присутствует, иначе не было бы вот этих сложных размышлений. Но пара выпадает, и я так понимаю, маг – это ваша карта, поэтому каким-то образом вопросы личной жизни, мои дорогие девы, будут оказывать влияние, в том числе и на ваше финансовое положение. А может быть, это будут вопросы, связанные с родственниками, да, с семьей, с предками, как мы говорим, да. И вам тоже все равно какое-то Соломоново решение тут явно потребуется. То есть деньги есть, нам уже это сказали. Вы получаете. Но, видимо, дальнейшие вот эти арканы, которые больше заставляют именно смотреть вперед, нежели решил один вопрос, и ладно, и могу успокоиться. Нет, тут не успокоиться. У вас, как вам, вот это добрые вот эти перемены, добрая трансформация. Какой-то процесс в вашей жизни уже запущен. И вам нужно так вот элегантно пройти дорогой судьбы, по ситуации, наверное. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые искренние комментарии и помощь, поддержку моего творчества осуществляете. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, и ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.